这我操，打仗了！我操！我操，赶紧走！打起来了！我操！ Друзья, с прошлого выпуска прошло всего 2 дня. Я его публиковал в среду, и, честно говоря, я планировал делать апдейт ситуации в Ормузском проливе и в Персидском заливе раз в неделю. Но события развиваются настолько быстро, настолько большой поток информации и новостей о морских авариях и происшествиях в данном регионе, что через 2 дня я уже вынужден делать очередной апдейт. Сегодня пятница, 13 март месяц 26 года. Вы на канале Максмастер, с вами капитан Максим. И сегодня есть о чем поговорить, потому что за прошедшие 2 дня произошло очень много событий. К сожалению, с человеческими жертвами. Серьезные атаки были как на инфраструктуру портовую, так и на сами суда торгового флота. Давайте будем начинать. Занимайте удобное для вас положение для просмотра этого ролика. Полный вперед, поехали! Что вы увидите в этом ролике? Ну, во-первых, была серьезнейшая атака на 2 танкера, которые проводили ship-to-ship operation. Они стояли борт к борту, лагом, так сказать, друг к другу. И была атака дроном на эти суда. Об этом мы сейчас поговорим, разберем эту ситуацию. Далее разберем атаку также на судно торгового флота, но уже на Балкер. Еще поговорим об атаках на другие суда торгового флота, которые находятся в этом регионе. Проанализируем трафик за последние несколько дней. Забегая наперед, скажу, что трафик через пролив увеличился в какой-то момент. И проанализируем, к чему все это может привести в дальнейшем. Очень много информации, поэтому предлагаю не затягивать и начинать прямо сейчас. Самое резонансное происшествие за отчетный период времени, то есть за прошедшие 2 дня, это, естественно, атака на 2 танкера, которые стояли борт-бортом и проводили ship-to-ship operations, то есть перекачивали, скорее всего, топливо с одного судна на другое. Один принадлежит греческой компании, он называется Zephyrus, и второй танкер принадлежит американской компании, работающий, тем не менее, под флагом Маршалловых островов, но это очень часто бывает, что овнер находится в одной стране, а судно работает под флагом другой страны. И этот танкер называется Safe Sea Vishnu. 11 марта 2026 года в 22:30 по UTC была произведена атака, скорее всего, надводным дроном. Как мы видим, опять используется слово projectile, то есть какой-то летающий объект, снаряд и так далее. Company Security Officer, то есть офицер компании по охране судов, задекларировал, что в результате атаки был вызван пожар на обоих этих судах. Экипаж одного из судов, не уточняется конкретно какого, был вынужден покинуть борт судна, потому что не было смысла бороться с таким сильным пожаром только средствами и ресурсами экипажа. Что касается второго танкера, то UKMTO, United Kingdom Maritime Trade Operations, выкатили апдейт по текущей ситуации, но уже 12 марта. То есть какое-то время проходил анализ ситуации на втором танкере, и в 01:40 12 марта было объявлено, что вследствие пожара экипаж был вынужден покинуть борт судна, потому что, как и в случае с первым танкером, невозможно было потушить этот пожар только с помощью экипажа. Слава богу, что в результате этой атаки люди не пострадали, не было никакого разлива топлива в окружающую среду. То есть окружающая среда тоже не пострадала. Но суда получили сильнейшие повреждения. До сих пор на них проходит пожар, задымление. Его пытаются потушить местные пожарные службы. Как в дальнейшем будет развиваться эта ситуация, я вам буду давать апдейты по мере поступления информации. Переходим к следующему случаю. Очень серьезная тоже была атака, в этот раз на Балкер. 11 марта 2026 года в 4:35 было получено сообщение, что в 11 морских милях от Омана, непосредственно в Ормузском проливе, был атакован Балкер, который называется Майри Нари. По сообщению, опять же, Company Security Officer, 2 неизвестных объекта атаковали Балкер, который принадлежит судовладельцу из Тайваня, в результате чего на Балкере возник пожар. Из фотографий, которые я нашел в интернете, видно, что один из объектов, который атаковал этот Балкер, попал ниже ватерлинии в кормовую часть, где-то за румпельным отделением, скорее всего, это машинное отделение, и что вызвало пробоину.
Причем очень странно как-то металл вывернут наружу. Я не знаю, честно говоря, я не специалист в таких вещах, но мне кажется, что это был кумулятивный заряд, поэтому металл вывернут наружу. Но, тем не менее, в результате этого, как я уже сказал, возник пожар в машинном отделении. Больше с левого борта, задымление видно со стороны кормы, видно задымление идет со стороны надстройки. На борту в момент атаки было 23 человека, и 20 из них покинули борт судна как с помощью спасательных плотов, так и с помощью Free Fall лайфбота. Вот на этой фотографии видно именно тот момент, когда Free Fall лайфбот, то есть это шлюпка свободного падения, которая просто отдаются специальные стопора, и она под воздействием гравитации собственного веса покидает борт судна. 20 человек покинули борт судна, и 3 человека задекларированы как пропавшие без вести. Береговая охрана Омана, а также военно-морские силы этой страны продолжают Search and Rescue Operations, то есть операцию по поиску и спасению тех членов экипажа, которые пропали без вести, но пока вот прошло уже несколько дней безрезультатно. Пока они все еще числятся как пропавшие без вести. Это что касается двух серьезнейших инцидентов за прошедшие 2 дня. Ну, оба они случились 11 марта. Сегодня, я напоминаю, 13 марта, пятница. Дальше переходим просто к сводке об остальных атаках. Сообщение за номером 02026. Атака, опять же, 11 марта 2026 года, 02:05 по UTC. Был атакован балкер греческого судовладельца, хотя по одним источникам, ну, как мне сказали, он принадлежит китайцам. На самом деле на сайте Equasis я проверял. Там значится, что судно принадлежит греческому судовладельцу. Оно стояло на якоре. Это балкер Star Vinet. Был атакован неизвестным снарядом, объектом, дроном, возможно, во время того, как стоял на якоре в 50 морских милях от Дубая. Но в результате этой атаки, слава богу, никто не пострадал. Судно осталось на плаву, разлива топлива также не зафиксировано. Возвращаясь немножко назад, сообщение, которое было, о котором я вам рассказывал в предыдущем ролике, атака на контейнеровоз, тогда я не знал его названия, но на сегодняшний момент уже стало это известно, и как я обещал, я вам об этом сообщу. Репорт номер 01826. Происшествие произошло тогда же, 11 марта 2026 года, когда я делал предыдущий ролик, 0158, а я записывал его днем. Название контейнеровоза One Majesty, принадлежит он японскому судовладельцу. Способен вместить на борт, взять на борт 6724 контейнера в 20-футовом эквиваленте. Экипаж не пострадал, также не было разлива топлива вследствие этой атаки. Еще одна атака на еще один контейнеровоз, но уже 12 марта 2026 года, 02:19 по UTC был атакован контейнеровоз китайского судовладельца, который называется Source Blazing. Атака была с помощью дрона, в результате которой, опять же, возник пожар. Все, слава богу, целы, судно пострадало, и все это произошло в 35 морских милях на север от Джебел-Али. Джебел-Али — это большой порт, который находится совсем недалеко от Дубая, и там очень большой контейнерный терминал. Помимо этого контейнерного терминала есть, естественно, и нефтяные терминалы. Именно порт Джебел-Али — один, наверное, из крупнейших контейнерных портов в этом регионе. Оттуда идет очень много, и как и импорт туда заходит очень большой контейнерный, так и экспорт. И мы видим, друзья, что не только танкера, но также и балкера, и контейнеровозы подвергаются атаке в данном регионе. Перейдем к анализу трафика, который несколько увеличился за последние 2 дня. Смотрите, если до 9 марта через Ормузский пролив, здесь он обозначается как SOH, Strait of Hormuz, 9 марта прошло 1 судно, 10 уже прошло 7 судов, и 11 марта опять прошло 1 судно. Если мы немножко спустимся ниже по таблице, то видно, что есть еще такая аббревиатура, как БАМ. Это Баб-эль-Мандебский пролив. Это тоже стратегически важный пролив, который соединяет Аденский залив и Красное море. Через него тоже проходит очень много судов. На данный момент проходит больше судов, естественно, через Ормузский. В разные дни по-разному. На 11 марта 42 судна прошло через Баб-эль-Мандебский пролив. Почему Баб-эль-Мандебский пролив тоже очень важен? Он соединяет Аденский залив и Красное море. А у Саудовской Аравии
В Красном море есть два порта, которые также способны отгружать нефть. Это Кинг Абдулла порт и Джеда. В Джеде я несколько раз, кстати, был за свою карьеру. Если использовать те топливные магистрали, по которым возможна транспортировка нефти и газа в эти два порта, то за сутки суммарная мощность транспортировки составит до 8 миллионов баррелей. То есть через Ормузский пролив проходило до 20 миллионов баррелей в сутки, а через вот эти два порта посредством тех магистралей, которые могут перекачивать энергоносители на западное побережье, возможно транспортировка до 8 миллионов баррелей. Но здесь важно сделать замечание, что инфраструктура этих портов, возможно, не справится с тем количеством судов, которые необходимо принимать, загружать, разгружать и так далее. Но, тем не менее, сейчас Баб-эль-Мандебский пролив очень стратегически важный. Даже если подумать и представить, что смогут эти два порта обеспечить загрузку-выгрузку 8 миллионов баррелей в сутки, это далеко не 20 миллионов баррелей. То есть те страны, которые зависели от Ормузского пролива, через который экспортировались энергоносители, все равно будут ощущать большую нехватку. И есть уже сообщение, что на рейде Балтимора в Чесапикском заливе, это США, на рейде Балтимора скапливается большое количество пустых балкеров, а в этом Чесапикском заливе есть большие терминалы, большие порты, где США способны отгружать уголь. И этот уголь может быть заменен на газ. Да? То есть если Европа, там, допустим, Китай или еще какие-то страны ощущают нехватку газа, они могут перевести свои какие-то производства на угольную промышленность. И, скорее всего, именно поэтому пустые балкера сейчас направляются в Чесапикский залив для того, чтобы грузиться углем и отвозить в те страны, которые его, собственно, будут покупать. Было несколько вопросов от подписчиков по поводу того, что суда стоят на якоре как в Персидском заливе, так и за его пределами, и сколько они могут там простоять. Ну, смотрите, они там простоять могут бесконечное количество времени при условии того, что они будут получать постоянно снабжение. Есть компании, которые посредством своих барж, каких-то сервис-ботов, сапплайеров, офшорного флота могут эти балкера, танкера, контейнеровозы, любые суда снабжать на якоре всем необходимым. Будь то топливо, пресная вода, еда и так далее. Возможно, какая-то откачка фекальных вод. При наличии денег, при наличии компаний, которые смогут это обеспечить, они могут там стоять бесконечно и ждать, когда им разрешат пройти через Ормузский пролив. Еще раз, то, что сказал президент Трамп по поводу эскортирования, что они будут эскортировать суда под военным конвоем, что они обеспечат безопасность, я на сегодняшний момент не вижу в этом никакой возможности. Объясню почему. Смотрите, группировка судов, военных кораблей, которые находятся непосредственно в регионе конфликта, не такая большая, чтобы обеспечить безопасное прохождение для всех судов. Там всего из сил США 8 эсминцев класса Early Bird. Еще там есть 2 авианосца, но все равно этого очень мало, потому что вам нужно обеспечить безопасность не только при прохождении Ормузского пролива. Если начнут двигаться суда, то нужно обеспечивать их безопасность во всем Персидском заливе. А это сотни судов. Это не 10, не 20, это сотни судов. И как вы видите, обеспечение безопасности только с помощью 2 авианосцев и 8 эсминцев класса Early Bird, ну, для меня это нереально. Можно, конечно, привлечь военно-морские силы тех государств, которые находятся внутри Персидского залива, но тогда эти военно-морские силы не смогут обеспечить охрану своих государств, а это их непосредственная задача. Мне прислал видео один из подписчиков, но снимал не он, просто он нашел это видео в интернете, я его тоже чуть-чуть позже нашел. Атака дрона в порту Салала на нефтяное, скорее всего, хранилище. Снимал экипаж с борта какого-то балкера. Есть даже фотография в интернете, как это нефтехранилище уже горит через какое-то время. Фотография была сделана. Но на вот этом ролике запечатлена именно атака. Порт Салала находится на юге Омана со стороны Индийского океана. Норвежские судовладельцы остановили все суда под своим флагом, сказали, что они не дают разрешения ни на вход, ни на выход до дальнейшего распоряжения. В свою очередь Нью-Дели, то есть Индия, заявила, что они якобы договорились с Ираном на проводку своих судов. Тем не менее, Иран эту информацию не подтвердил.
То есть подтверждения этому нет. Но известно, да, что совсем недавно я вам рассказывал тоже про ситуацию, когда один из балкеров греческого судовладельца как-то прошел Ормузский пролив с выключенным АИС-транспортером. Почему для Ирана важно не закрывать Ормузский пролив, а продолжать там движение своих судов? По сообщению от сооснователя компании Tanker Trackers, это компания, также есть у них веб-сайт, который следят за перемещением танкеров, соответственно, нефти по всему миру. Так вот, по сообщению сооснователя этой компании, Иран за момент вот этого военного конфликта уже экспортировал из своей страны в Китай 11,7 миллиона баррелей нефти. То есть движение там все равно сохраняется. Естественно, суда, которые выходят с нефтью из Ирана, с энергоносителями, также газом, возможно, они не будут атакованы Ираном, потому что им самим это невыгодно. И мы подошли немножко к теме минирования, возможности минирования Ормузского пролива. Мне кажется, что такого не будет, потому что если Ормузский пролив будет заминирован, а Иран сейчас даже вот во время вот этого конфликта в Иран заходят и выходят суда, и если заминировать Ормузский пролив, то Иран тоже не сможет ни заводить, ни выводить суда в свою страну. Вы можете подумать, предположить, что если там судно заходит в тот же Иран, да, то и капитанам судов будут сообщаться, где находятся эти самые мины, но ничто не мешает потом этих капитанов допросить и узнать, где есть минные поля, а где их нет. Даже если капитанам не скажут, где находятся эти минные поля, теоретически, и могут сказать, просто идешь таким курсом столько-то миль, идешь, потом меняешь курс, идешь другим курсом столько-то миль, и ничего с тобой не будет. Но просто, если проанализировать его трек, можно понять, где есть мины, где нет. Поэтому мое мнение, что в ближайшее время минирования не будет, оно если и будет, то тогда и Иран будет отрезан от остального мира, и туда не смогут ни заходить, ни выходить суда. Еще было много комментариев на предмет того, что почему суда не могут просто выключить свои АИСы, то есть Automatic Identification System, та система, которая показывает положение судна непосредственно в момент, когда она получает и транслирует сигнал. Почему нельзя просто выключить этот АИС-транспордер и пройти какой-то участок? Смотрите, АИС-транспордер вы можете выключить, вы пропадете с электронных систем слежения, но все равно есть еще радары, есть визуальное наблюдение. И даже если вы выключите АИС-транспордер, все равно на радаре тех стран, которые за вами следят, судно будет появляться. Потому что суда, несмотря на то, что они современные, они не обладают стелс-технологиями, которые позволяют пропадать объекту с радаров. Они будут точно так же отображаться на радаре со включенным АИС-транспордером, с выключенным АИС-транспордером. И это как бы очень будет легкая цель. Поэтому выключение АИСа это не панацея. И многие судовладельцы это понимают. И те судовладельцы, которые заботятся о своих судах, о своем экипаже, о репутации, естественно, те, которые считают деньги, они не дают добро на прохождение Ормузского пролива, потому что страховки, как мы уже с вами говорили 2 ролика назад, сейчас очень большие, очень высокие. И тут даже не только от судовладельцев все зависит, это также от страховых компаний. Они хотят организовать полноценное эскортирование всех судов к концу месяца, то есть к концу марта. Заявление сделано это 12-го, а в марте 31 день. То есть как минимум 19 дней нужно еще ждать этого полноценного эскорта, который, опять же, это лично мое мнение, невозможно осуществить для полного обеспечения безопасности судов. И за 19 вот этих вот дней мы можем просто посчитать, сколько мир недополучит баррелей нефти. Если в день в среднем проходило 20 миллионов, умножаем на 19, получаем 380 миллионов баррелей нефти. И как-то совершенно неожиданно США решили расконсервировать свои стратегические запасы энергоносителей в количестве 400 миллионов баррелей. Как-то совпало, да, что 380 миллионов мир недополучит до конца месяца, и США расконсервируют 400 миллионов энергоносителей. Естественно, есть еще поставки из других стран, не только из Ормузского пролива, потому что Ормузский пролив, несмотря на то, что там большой очень экспорт энергоносителей, газа 30%, нефти 20%. Кстати, там еще очень большой экспорт удобрений.
А что касается контейнеров, как я говорил ранее, всего 3% от мирового объема грузоперевозок. Тем не менее, компании уже сказали, что непосредственно из этого региона цена может подняться за один контейнер от $1800 до 3000. То есть не всего будет 1800-3000, а цена поднимется от первоначальной. Если там в среднем было, ну, если я не ошибаюсь, за 40-футовый контейнер 4-5 тысяч долларов, в зависимости от порта направления, от порта назначения, то вот от этой цены еще будет подъем 1800-3000 долларов за один контейнер. И по всему миру, так как из-за того, что не поступает много энергоносителей, да, та же нефть, газ и так далее, по всему миру будет расти цена топлива. Мало того, что для автомобилей, это мы уже все ощущаем, особенно те, кто живет в Европе, те, кто живут в США, уже мне постоянно пишут личные сообщения, а также в комментариях под видео, что цены на заправках выросли в разных странах на разное количество, но будет расти цена для судов, топливо для судов. То есть тяжелое топливо, дизельное топливо, тоже газ. Есть суда, которые могут использовать в качестве основного топлива также газ. И из-за поднятия вот этих вот цен во всем остальном мире цена перевозки контейнера также вырастет от 200 до 400 долларов. Это кажется немного, да, за один контейнер, от 200 до 400 долларов по миру. Но в конечном итоге заплатим за это мы с вами. То есть те, кто эти товары будет потреблять, не судоходные компании. Судоходные компании из-за того, что поднялась цена на топливо, они просто поднимут цену на транспортировку, будь то контейнеры, уголь, газ и так далее и тому подобное. Они не потеряют ничего. Заплатим все равно мы с вами, как всегда. Простые люди попадают больше всего. Вот такие вот новости, друзья, за прошедшие 2 дня. Не радостные, к сожалению. Но когда идет вооруженный конфликт, еще и такой глобальный, то хороших новостей можно не ожидать. Спасибо за ваши фидбэки, спасибо за ваше мнение. Напишите по поводу вот этих сегодняшних новостей свой комментарий, свои мысли. Пишите под этим роликом. Я все стараюсь прочитать, на все стараюсь ответить. Просьба тех людей, которые хотят следить в дальнейшем за этой ситуацией, также, если вам просто интересна морская тематика, морская жизнь, морские аварии и происшествия, подписаться на этот канал. Те, кто подписался, нажмите колокольчик для того, чтобы не пропустить дальнейшие ролики, которые, как показывает практика, стали выходить все чаще и чаще. Просто я не могу не пойти навстречу своим подписчикам и не записать ролик, о которых вы просите. Вы просите меня делать апдейт почаще, я по мере поступления информации, по мере поступления важной информации и то, что я хочу до вас донести, я стараюсь это делать как можно чаще. Еще раз спасибо, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. С вами был Капитан Максим, вы были на канале Максмастер. Это был выпуск, 3-й уже апдейт по ситуации в Ормутском проливе, а также в Персидском заливе и ближайших регионах. Спасибо за внимание, я на связи.